наверняка слышал о голодании. Но что, если делать это осознанно? Сегодня я расскажу, как осознанное голодание влияет на тело и сознание. И да, с сегодняшнего дня я начинаю свой личный, осознанный, 7-дневный курс голодания. И обязательно поделюсь с тобой результатами, своими инсайтами и тем, как это прошло. Это мой путь, и я обязательно поделюсь им с тобой. Поехали! Что такое осознанное голодание? Это не просто отказ от еды. Это практика наблюдения за телом, умом и эмоциями. Это не про диету, это про внутреннюю тишину и свободу. Ты не борешься с собой, ты наблюдаешь. И это очень-очень важно. Что я имею в виду? Вот изначально у меня не получалось, например, сидеть на диете, тогда, там не на диете, на диетах как бы это не мое, я сразу поняла, а на голоданиях, да, у меня не получалось, потому что цель этого голодания, она была не моя. У меня была проблема, знаете, с чем? Я хотела похудеть для здоровья, для оздоровления своего организма. И ниже я объясню, что происходит с организмом во время голодания. Итак, а у меня сидела программа, товарищи, сидела программа самоуничтожения. Причем сидела очень-очень глубоко. И вы знаете, я провела столько работы над собой для того, чтобы ее ослабить. Я даже не могу сказать, что я ее искоренила полностью. Конечно, у меня такие надежды остаются, но, по крайней мере, она уже не настолько сильно мне мешает жить. Программы к нам приходят и по роду, и из матрицы, и откуда хочешь, в общем, и из прошлых воплощений, да, как бы мы сейчас, у нас видео не об этом. Итак, продолжаем. Форматы осознанного голодания. 16/8. Еда. 8 часов, 16 часов без еды. У меня есть группы по похудению, я веду различные марафоны. И, соответственно, очень часто люди меня спрашивают, можно ли, вот если 16/8, то вот в этих 16 часов, они еще припадают, когда мы просыпаемся, пробуждаемся, это утро. Вот, и очень многие пьют кофе с молоком. Конечно же, без сахара, но вот с молоком. Позволяет ли кофе с молоком, чтобы интервальное вот это голодание, да, как бы осознанное только, да, чтобы оно давало тот результат, который мы хотим. Нет, это не 16/8. Если вы там сидите на интервалке и пьете там кофе с молоком утром и думаете, что вы сидите на интервалке, нет, вы не сидите на интервалке. В вашем организме происходят совсем другие процессы, не те процессы на клеточном уровне, которые должны происходить. Это был первый вариант. Второй вариант. 24 часа голодания, то есть одни сутки голодания, 1-2 раза в неделю. Я думаю, что вот этот вариант тоже потянут многие. Третий вариант. 36 часов плюс. Этот вариант дает нам уже очень хорошую базу для обновления клеток организма. Мы уже обновляем более сильно, более осознанно, но в этом варианте уже нужен и вход, и правильный выход. Так же само, как в четвертом варианте, вариант номер 4 сейчас у нас, это 7 дней и более. Тот вариант, который вот с сегодняшнего дня я начинаю. Это глубокое телесное и психическое очищение. Что я могу сказать от себя? Это не первый раз, когда я это делаю, естественно. Очищается мозг. Мысли начинают... Я сейчас, конечно, не хочу сказать, что на наше мышление влияют с помощью продуктов питания, но хочу об этом намекнуть. Поэтому, когда мы отказываемся от еды, мозг начинает работать совершенно иначе. Приходят инсайты, восприятие обостряется, связь, кто держит, да, там, с высшим я, с ГМИ и со всеми остальными, она более чувствительна, более чувствуешь это все. Какие-то правильные, то есть информация с тонкого плана, она проще и легче поступает в голову. Это факт. Если вы мне не верите, попробуйте сами.
И вы в этом убедитесь. Еще это дает, естественно, обновление клеток в организме. Итак, что же будет происходить с телом и сознанием во время осознанного голодания? Если вы голодаете до 24 часов, в вашем теле снижается инсулин, начинается сжиросжигание, возможно, легкая тревожность и раздражение. Это все присутствует в формате до 24 часов. 24-36 часов голодания. Включается аутофагия. Повышается концентрация. Появляется чувство спокойствия и отвязки от еды. Глубокая аутофагия – это клеточное очищение. Это когда ваш организм, клетки хорошие начинают поедать клетки плохие. Вы можете таким образом избавиться от любых осложнений в своем организме, от любых раковых клеток, от любых клеток, которые являются для вашего организма чужеродными, не соответствуют вашему эталону, да, эталону вашего тела, которое вам изначально дала Гаимия, да, Мать-Земля. И естественно, вы омолаживаетесь. Следующее, что происходит с телом, это кетоз. Тело полностью работает на жирах. Кто хочет сбросить лишний вес, добро пожаловать. Третье, это возможен перезапуск иммунной системы. Это очень крутая фишка. Я не скажу, что она происходит при голодании на 36 часов 100%, но это возможно. Все зависит от вашего организма и лично от вас. Ясность мышления, то, о чем я говорила, мозг питается кетонами. Это реально какой-то бум мозговой, ради которого я, наверное, вот это все и делаю, потому что в это время мне приходит реально очень много классных мыслей. Я чуть-чуть по-другому смотрю на мир, я по-другому вижу обстоятельства, которые меня окружают, и это дает классный очень результат для того, чтобы сделать переоценку ценностей, а в условиях перехода сейчас это, в принципе, очень-очень классно. И последнее, эмоциональное очищение. Конечно же, уходит тревожность, появляется легкость. И что важно еще, и что бы я хотела добавить к этому голоданию, такое голодание требует опыта, подготовки и грамотного выхода. В следующем видео я обязательно расскажу об этом. Но это очень важно, потому что во время входа нет, но во время выхода из этого голодания вы можете, если вы сделаете это правильно, вы можете еще усилить вот этот вот обновляющий скачок, и это прям вау-эффект. Поэтому не игнорируйте. У меня когда-то был период, когда я считала, что я молодая, здоровая, и игнорировала вот этот вот выход правильный из голодания. Но тут вопрос вообще не стоит в том, может ли твое тело это выдержать, не заморачиваться над выходом. Вопрос стоит в том, что при правильном выходе ты получишь еще более удвоенный, утроенный, а может быть еще более умноженный результат твоего голодания. Я думаю, это классная вишенка на торте. Это, кстати, будет первый раз, наверное, когда я буду голодать, и я буду вам записывать короткие моменты, какие-то рассказывать, делиться мыслями, рассказывать, с какими трудностями я сталкиваюсь в течение этих 7 дней, и что я чувствую, какие победы, что происходит с телом, что происходит с организмом, что происходит со мной. И я думаю, что вы увидите эти результаты просто своими глазами. Очень важный момент. Никогда не используй голодание как наказание себя. Это тоже очень важно, потому что если ты, например, обожралась, я там располнела, я буду голодать. Это программа голодания в наказание. Она фиксируется в твоем теле, да, и в твоих тонких телах в том числе. И она потом не дает тебе нормально посидеть на этом голодании, потому что твой организм воспринимает это как наказание, как что-то плохое с ним происходящее. И происходит естественно.
отторжение, то есть тебя постоянно выкидывает, организм борется с этим. Для того, чтобы организм с этим не боролся, убери из себя программу голодания в наказание. Поменяй ее, если у тебя есть техники какие-то, и ты знаешь как, поменяй эту программу на голодание в удовольствие. Тогда ты увидишь разницу между этими двумя голоданиями, и она реально крутая. Если ты никогда не голодал, как начать? Попробуй 12-14 часов просто без еды. Попробуй пропускать завтрак и понаблюдай, что происходит с твоим телом, как ты себя чувствуешь. Даже пропуская завтрак, это дает хорошие результаты. Ты можешь сделать интервалку, да, там 16/8, и тогда это тоже даст классный результат. Но обязательно пользуйся тем советом, который я дала в начале этого видео по поводу кофе и того, как его пить, если ты хочешь действительно, чтобы твой организм восстанавливался, чтобы он обновлялся. Потому что интервальное голодание в том и заключается, чтобы твой организм обновлялся, чтобы ты получала больше энергии. Но если цель просто похудеть, то почему бы не воспользоваться возможностью обновиться? Хороший бонус, заметь. Что еще очень важно? Заведи дневник, как ты себя чувствуешь без еды. Записывай туда, как ты себя чувствуешь, что с тобой происходит, какие инсайты ты получаешь. Ты потом его перечитывать будешь, и это будет реально классная возможность вернуться обратно и понять, зачем тебе снова это нужно. Это как такая твоя будет личная мотивация. И обязательно побольше гуляй, побольше ходи пешком, дыши, занимайся пранаямой, если, например, ты дыхательными практиками, да. В интернете сейчас очень много есть дыхательных практик. Если хотите, напишите в комментариях, я вам запишу, потому как я преподаватель йоги и пранаямы, и, в принципе, могу с вами поделиться этой информацией. Если тема осознанного голодания тебе откликается, подписывайся на канал. Я буду делиться этой 7-дневной практикой каждый день. Напиши в комментариях, когда-нибудь пробовал ли ты голодать и что ты чувствовал? Какие у тебя были эмоции? Какой был результат? Был ли ты доволен своим результатом? Знаете, есть такое выражение «ты то, что ты ешь». Почему? Потому что, потребляя пищу, эта пища, значит, наши клетки насыщаются именно этими продуктами, которые мы употребляем, и, соответственно, эта фраза действительно работает. Я бы хотела эту фразу перефразировать немножко. Ты не то, что ты ешь. Ты то, что ты осознаешь. Ты то, кем ты являешься. Воспользуйся этой фишкой.